Я хочу следующий ролик про сплетни, скандалы, расследования. Трикси Вокс. Многие знают ее как Кристину Шерман. Гений, миллиардер, плейбой. А ой, я хотела сказать, мисс Харизма, гений голоса, повелительница цифр, самый популярный аниме-витюбер на русском языке во вселенной. Или все-таки нет? Давайте разбираться. На самом деле, она талантливая актер озвучки, которая пошла по стрёмному пути развития. И самое интересное, что у нее получилось. Многие знают ее как голос из Зайчика, Atomic Heart и многим другим проектам. А еще, если верить цифрам статистики, многие знают ее за ее великолепные стримы с настолько крутым перформансом, что ей, похоже, ничего не нужно делать для того, чтобы привлекать аудиторию. Не, ну вы только взгляните, ей даже стримить для этого не нужно. Ведь больше всего людей фолловится на нее вне стримов, меньше сотни во время трансляции и несколько десятков тысяч, когда она оффлайн. Удобно, что сказать. Начинала она как скромный игровой стример на Твиче. Ну как сказать начинала? Она даже сама толком и начать не успела. К стримам ее привел некто, известный как Сайконо, основатель популярного в СНГ игрового проекта «Зайчик». Он же и создатель первоначального образа Трикси. Он же и обеспечил ей легкий старт, упомянув о ней в своих соцсетях, о чем она сама охотно рассказывает при случае. У меня на первом стриме было под 200 онлайна. Сайкона сделал тогда пост, что я стримлю, и я тогда я охуела, что пришло типа под 200 человек. Это привело к тому, что у нее со старта было 80 человек среднего онлайна. На самом деле, ничего себе такая цифра для того, кто только начинает познавать мир Твича. Учитывая, что большую часть зрителей ей привел Сайконом, значит даже репутация и имя в озвучке ей ничего в этом плане не давали, кроме связей, что делает то, что мы обсудим дальше, еще более подозрительным. А все потому, что большая часть людей из нас с вами, увидев кого-то в титрах, узнав, что кто-то озвучил ту или иную роль, не бежит сразу же к человеку на стрим. Для этого актеру озвучки необходимо делать непростую работу, развивая себя не только как актера, но и как медийную личность. С чем у Кристины проблемы и на сегодняшний день, спустя почти 4 года стримов. Ее развитие ограничивается нарезками на YouTube, выкладывание постов с фотками в телеге и попытками вписаться к другим медиаперсонам уже на их проектах. Но обо всем по порядку. Итак, на календаре 2022 год. Кристина делает игровые стримы на протяжении года, время от времени подрубая стримы Зайчика и все связанное с этой игрой, раздача ключей, интервью, как, например, с вышеупомянутым основателем проекта Зайчик Сайконо, где он должен был показать свое лицо. В общем, со стороны это выглядело так, будто каждый стрим по Зайчику становился попыткой поймать весь хайп. Все как по учебнику, если ты хочешь быстрого роста. Да вот только что-то все всплески интереса быстро затухали, даже несмотря на весь возможный форс со стороны участников объединения «Зайчик». И по злой воле судьбы, после каждого такого стрима онлайн возвращался к стабильным 80 зрителям. Да что же это такое? Почему же так не везет? Эти качели продолжались до 4 июня 2023 года. Как она сама говорит, она проделала невероятно большой труд. Она буквально ползла мелкими шажками до этой заветной цифры в 1000 онлайна. Первый год мы еле-еле к косарю ползли. Вы что? У меня там максимум человек 700 было под первый год. За 2 года я планку в 1000 преодолела. Потом началось уже там 1,5, под 2, там коллабов куча пошло, вот это вот. Да вот только почему-то случилось это за один стрим. Абсолютно мистическим образом. Мы видим скачок с 200 онлайна до 1000. Буквально на следующий стрим, на котором разработчики совместно с нашей героиней решили организовать крупный розыгрыш копий игры «Зайчик», естественно, упомянув ее во всех возможных местах. И все было бы хорошо. Да вот только розыгрыш занимал малую часть трансляции. Всего лишь 20 минут из 6-часового стрима. Это если еще не брать во внимание тот факт, что на сам розыгрыш онлайн заметно так просел, а после так и вовсе упал в 2 раза, если сравнивать со средним показателем за стрим.
Из чего мы можем сделать вывод, что большая часть людей в действительности сидели и ждали этого розыгрыша. Это видно и по подпискам во время стрима. Другая же часть – это были постоянные зрители Кристиночки. Напоминаю, она имела онлайн в 200 человек на тот момент. Откуда же тогда остальные зрители, которые к тому же набежали в первые 10 минут с момента начала? И так продолжается 3 дня кряду. Правда, к концу 3-го стрима мы видим, что интерес людей подугас, и средний онлайн уже сравнительно меньше, чем на 2 предыдущих днях. А все потому, что розыгрыш был проведен раньше, и часть людей, которая ждала его, попросту ушла. После этих трансляций Кристина берет паузу от стримов на неделю. А дальше самый смак. То вот, мол, ты готова? Я готова, типа. Наверное, понимая, что не оправдывает надежды своего покровителя, Кристина ультует. Если ты есть, Сайкон. сука, помоги! Конечно же, ее в беде никто не бросил. И по волшебству показатель фолловеров на канале Трикси увеличивается почти в 3 раза. С 12 тысяч до 33 тысяч за неделю перерыва. Средний показатель зрителей на стриме вырастает до стабильных 1000 онлайна, несмотря ни на что. А приток новых фолловеров на стриме едва держит отметку в 20 человек. Как такое может быть? А знаете, что еще интересно? Так это то, что иногда за всем этим блеском проявляется реальный онлайн. И мы видим, что да, Кристина растет, и у нее реально уже не 200 зрителей, их 300! Но счетчик-то показывает 1000. Как такое может быть? Ну а теперь, если вы стоите, то лучше сядьте или сразу лягте, потому что сейчас вы реально будете кататься по полу от смеха. После 2 успешных стримов на 1000 онлайна Трикси идет на отдых. В этот раз всего на полнедели. Почему так? Можно сколько угодно строить догадки, но мы идем по фактам. Может, это приказ хозяев, а может, она сама так решила, что имидж поддерживать нужно. И тут бам! У нее уже 50 тысяч фолловеров! Такой прирост! И снова, сука, вне стрима! Но почему средний онлайн остался на 1000? Как такое может быть? Где эти новые 20 тысяч фолловеров? Неужели они забыли о Кристине за 2 дня? Или они забыли поставить уведомления о стриме? Или это что, боты? Ну если это боты, то тогда что нахрен вот это? Спасибо вам всем еще раз за 50 тысяч фолловеров. Чё вообще? Чё? Господи. Какой-то нереальный хайп идет, какой-то нереальный прирост вообще просто. Вау! Спасибо вам всем, ребят. Я вам всем очень благодарна. И за это я дарю вам значок. А дальше у Кристины и вовсе начинается новая жизнь на Твиче. Она начинает чаще появляться в эфирах. Один за другим начинает проводить совместные стримы, с которых люди, стримившие с ней, медиагигантом с более чем 1000 онлайна, получают ну прямо-таки невероятный буст по фолловерам. Аж в 9 человек. Или вот вообще 4. Но самое забавное, что 25 мая того же года у Трикси уже была совместка с этим человеком. Правда, тогда ее средний онлайн был почти в 6 раз меньше. Но угадайте что? Правильно, мы видим тех же 4 фолловера за стрим. Но как-то уж совсем не сходится. Вам так не кажется? Или вот тройничок, как она сама его назвала, с Космея и Игорем ГХК, с которого она получает невероятный буст в более чем 200 фолловеров, что нетипично для ее трансляций в тот период. В то же время 2 других стримера, имеющие на порядок меньшие цифры онлайна, получают менее 20 фолловеров. И кто же все-таки медиагигант в этом трио? А дальше так и вообще моя любимая часть. Ведь у всеми обожаемой Трикси появляется первая большая реклама WoW Sirius. Феноменальное событие на самом деле, которое помогло расставить многие точки над «и» в этой истории. World of Warcraft. Это же та самая игра, стримы по которой так обожаемы миллионами людей в комьюнити. Настолько, что стримит ее аж 50 человек, с суммарным онлайном 2000 зрителей. И люди, делающие интеграции в WoW Sirius, жертвуя при этом значительной частью своего онлайна. Но только не Кристина. Ее аудитория, широко раскрыв глаза и развесив уши,
очарованный ее невероятным обаянием и харизмой, от начала и до самого конца смотрят стрим, пребывая в полной 100% концентрации. Настолько, что даже кнопку follow не нажать, не то что поссать отойти. Сами Вудуш, Кейк и Сильвернейм, которые играют в WoW всю жизнь, позавидовали бы невероятному таланту Кристиночки удерживать аудиторию на интеграциях. Что уж говорить об остальных. Но перед тем, как мы углубимся еще дальше, давайте немного отвлечемся и пройдемся по соцсетям TrixieVox. Мы видим, что даже на конец 2025 года, а это сильно забегая наперед от тех событий, что мы с вами обсуждали ранее, ее соцсети все так же пусты и унылы. Вот, например, ВК на 8000 подписчиков, посты в котором не набирают даже 100 реакций. Но кто сидит в ВК в наше время, спросите вы? И будете правы. Поэтому мы идем дальше. Инстаграм, на котором написано, что раз в полгода там появляется контент. 5000 фолловеров и 3 каких-то поста, которые правда появились. Тоже такой себе показатель, учитывая специфику Инстаграма в РФ. Есть еще ТикТок, на котором написано, что возможно там что-то появится. Но опять мимо. Он абсолютно пустой и с натяжкой имеет 3200 подписчиков. Еще вот есть YouTube, на котором, кстати, написано, что точно что-то появится. Но он тоже пуст. Видим, что на персональной соцсети Кристина сильно не распыляется. Однако не спешите расстраиваться. У нее и правда есть фанатский ТикТок, в котором с определенной регулярностью публикуются моменты с ее стримов. Статистика там, правда, вообще ни о чем. Но это уже лучше, чем ничего. Также есть и фанатский YouTube с нарезками со стримов. Вот тут дела идут уже куда лучше. И даже некоторые коллабы набрали по 100 тысяч просмотров. Да вот только были они уже после того, как наша героиня мистическим образом набрала свою первую 1000 онлайна. Я уже молчу про ее персональные нарезки с обзорами и играми, которые едва набирают несколько тысяч просмотров. Заметили ли вы, что я пропустила ее Телеграм? Если да, то ставьте лайк. Телеграм — это самое интересное место Трикси после ее Твича. И не потому, что там какой-то крутой и уникальный контент. Давайте вернемся немного назад, а именно в 13 июня 2023 года, день создания Телеграма Кристиночки. А еще это день перед ее первым стримом с 1000 среднего онлайна, после красивого прибавления 20 тысяч фолловеров на ее Twitch-канал. Видно, что в этот раз наша героиня была настроена серьезно. Игры кончились, Трикси врывается в прайм. Ибо почему она не создала Телеграм раньше, за все эти полгода стримов, на минуточку имея довольно внушительную цифру онлайна, в особенности для новичка на Твиче? Но на этом веселье не кончается. Даже не будучи экспертом, взглянув на ее статистику в Телеграм, можно заподозрить что-то неладное. Видно, что она старается. Не как многие просто используют ТГ для анонсов и редких постов из жизни. Как я, например. Да, я не идеальная, но я буду работать над собой в этом плане. Кристина же пытается ежедневно писать посты, делится фотографиями и всячески поддерживает контакт с аудиторией. В этом плане она реально молодец, не могу не похвалить. Поздно, конечно, начала, но лучше поздно, чем никогда. Да вот только отклик для такого большого канала, мягко скажем, ниже среднего. Это если еще не брать во внимание весь тот хайп, в кавычках, который происходит вокруг нее. почему так? Вы же не думаете, что я оставила бы вас без ответа на этот вопрос? Дело в том, что 24 марта Кристина решила провести розыгрыш аж 6 подписок Telegram Premium на полгода. Естественно, на это сбежались все люди из соседних сел и городов. Да вот только прибавлялись они какими-то странными волнами. То 1000 человек за час, то 0, то 3000 человек за час, то 200. В моменты так и вовсе. Люди проснулись, посмотрели, подумали: да ну его этот Telegram премиум, и сразу минус 4695 человек. Просмотров мало, реакций кот наплакал, про репосты вообще молчу. Так откуда люди? И люди ли? Розыгрыш — это еще не все. Спустя 4 дня после него появляется рекламная интеграция. Нельзя винить Кристиночку в этом, ведь кто не любит деньги? Особенно, когда можно получить больше, немного схитрив. Да вот только это была лишь проба пера. То, что будет дальше, вообще выходит за любые рамки приличия. 24 мая в данном телеграм-канале объявляется неделя рекламы, посты которой, кстати, позже были удалены. Но проблема кроется не в этом, а в том, что в этот раз, как и 24 марта, до анонса нового вида интеграции, Трикси объявляет о розыгрыше, на этот раз 4 телеграм премиумов.
И все по тому же четко отработанному сценарию. Происходит залив огромного количества подписчиков за пару дней до розыгрыша, такими же непропорциональными частями. Однако на этот раз все до единого дезинтегрировались, как только Кристина объявила об отрубе рекламы в канале. Я же уже рассказывала вам про невероятно успешные интеграции World of Warcraft от Кристины. На самом деле ее успех кроется не в этой игре, а в целом в рекламных интеграциях. WoW просто был первым подобным проектом, который дал ей уверенность в том, что можно и дальше следовать пути, которые она выбрала. Знаете, вот есть стримеры, которые делают реакции, или стримеры-игровики, бывают еще так называемые variety-стримеры, которые транслируют разнообразный контент. В общем, есть очень много классификаций. Глядя на стримы Трикси, можно поймать себя на мысли, что она стример рекламных интеграций. Иначе трудно объяснить то, что едва ли не каждый второй стрим – это интеграция по той или иной игре. WoW, Мир кораблей, Инзой, Doomsday Last Survivor и все как одна пользуются невероятным успехом на трансляциях у Кристиночки. Нет, ну правда, от начала и до конца люди сидят и внимательно смотрят каждый рекламный стрим с неподдельным интересом. И если вас удивила статус этих стримов, то дальше вы будете готовы делать сальто от увиденных чудес. 20 августа 2025 года в своем телеграме Трикси объявляет, что замена ушедшему Нум найдена, некий WTV. Очередная интеграция, подумаете вы. Да, это так, но самое интересное не в этом, а в том, что для того, чтобы запустить на WTV, Кристине для начала нужно запустить на основной платформе, то есть на Твиче, о чем она впоследствии сама и расскажет. Эти стримы были настолько коротки, что Twitch-трекер даже не все из них зачел в стату, поэтому нам придется обратиться к другому сайту статистики для разбора данного инцидента, а именно Sally Gnome. Мы видим, что время продолжительности стрима в среднем было менее 10 минут, и пиковые числа онлайна всегда были в диапазоне 150 человек. Но возникает вопрос, как это вообще возможно? В то время, когда на ее обычных стримах за 10 минут порой успевает собраться и целая 1000. Но даже если предположить, что самая активная часть комьюнити видела пост телеги и решила сразу перейти на платформу WTV, то все равно не сходится. Потому что даже на сегодняшний день эти посты посмотрели не более 10 000 раз, учитывая повторные просмотры. А это число не составляет и 10% от тех, что мы видим на ее твиче. Поэтому я считаю, что рекламодателям стоит подробно изучать статистику, а не просто вестись на красивые цифры. Ну что это я все о рекламе, да о рекламе. Давайте переключимся и поговорим о других трансляциях Трикси. Однажды наша героиня захотела пройти игру Silent Hill F, ворвавшись прямо на хайпе, еще за день до официального релиза данного проекта. Но вот на деле это оказалось каким-то невообразимым антихайпом. 300 зрителей среднего онлайна. Походу Кристина этого не вынесла, и стрим был окончен спустя час. Через 2 дня снова стрим по Silent Hill. На этот раз наша героиня заболела, и спустя час, многократно извиняясь в своем телеграме за то, что кашляла в эфир и выключила трансляцию, обещала вернуться к стримам, как только выздоровеет. Или причиной было не это, а 300 человек среднего онлайна, как и в прошлый раз? Неужто вместе с Кристиной заболели и все ее зрители? Правда, на следующий день мы снова видим Silent Hill F. Слава высшим силам, что самочувствие всех было уже в пределах нормы. И мы видим, что Кристина вернула весь свой онлайн 2300 человек. Ну как вернула? Зрителей-то было 2300, но залогиненных в чате юзеров всего 400. Звучит как какой-то анекдот, не находите? И вот мы переходим к самому интересному 12-часовому стриму от Трикси, который был 30 октября 2025 года. А примечательна эта трансляция тем, что эфир 3 раза прерывался, но каждый раз возвращался к той же отметке по зрителям. Однако даже это еще не все. Ведь после каждого перезапуска просмотров на записи становилось кратно меньше. А на последней так и вообще 4000 за 2 часа 15 минут. Когда в заключительной части стрима, после очередного перезапуска, кто-то внезапно завел речь о скачущем счетчике зрителей, Трикси что-то сильно запереживала и начала как вне в себя оправдываться. Просто все одновременно помираем и воскресаем. Какого черта происходит? Что с ебаным твичом? 2033 как метро. Ай, блядь. Да нет, вон уже 1900 уже отвалились, ребята. Ай, блядь. Да, 2033 было прикольно, прикольно было. Угу. Доброе утро. Да пи***, доброе, блядь. Кто отвалился? Да-да-да. Найду, вычисли по IP. Блядь, чё за хуйня? Причем настолько, что 1300 было, сейчас уже 2К. Кто пришел? Это, видимо, знаете, когда переподруб случился, эти уведомления пришли людям.
И те, у кого сейчас уже, ну, у нас почти 5 утра в Москве. А может, дальневосточники проснулись, набежала. Так писали в чат, что ты уведоми всех разбудил. Ну, вот да. Поэтому кто там спрашивал, типа, откуда 2К внезапно? Вот откуда, ребят. Все проснулись просто. Сигмабой, это нормально, потому что счетчик у Твича обновляется очень странно. Точно так же, когда ты только подрубаешь стрим, у тебя сначала там, блядь, 1 зритель, потом резко 80, потом 100. Это нормально. Это нормально, потому что счетчик Твича, он никак, блядь, это самое, не в реальном времени обновляется. Он обновляется спустя какое-то количество минут. Ох уж этот счетчик Твича, который обновляется раз в несколько минут. То 1 зритель, потом 80, потом 100. А это всего лишь один из многих таких стримов. Если в целом обратить внимание, то мы увидим, что количество просмотров на водах Кристины просто несоизмеримо тем зрителям и активности, которую мы видим вокруг нее. Столько вопросов, и все это ведет лишь к одному закономерному ответу. На самом деле, вся информация не поместилась бы в одно видео, но если вам интересно, то большая часть из этого, включая всю статистику, находится в открытом доступе, поэтому вы с легкостью можете проверить это сами. Ну, а теперь заключительная и абсолютно крышесносная часть, которая рассеет все оставшиеся сомнения и поставит точку в этой истории. Мы тут с ребятами провели расследование в лайв-режиме. Мы записали и проанализировали более 500 пользователей из чата TrixieVox. Результаты небольшой выборки из 100 человек вы можете видеть на своем экране. К сожалению, Twitch не показывает больше 100 пользователей чата без обновления страницы за раз. Поэтому пришлось прибегнуть к некоторым нехитрым методам. Из этих 100 зрителей лишь 36 оказались реальными людьми. Остальные имеют все признаки ботов. А теперь давайте посмотрим, как все это выглядит. Перед вами один из последних стримов TrixieVox. Все максимально открыто и наглядно. Чат отдельно, чтобы вы могли сами оценить картину. Посмотрите, как стремительно он летит при онлайне в 2000 зрителей. Прям поток сознания, да? Хорошо, идем дальше. Открываем список зрителей и начинаем проверять, на кого же подписана эта преданная аудитория Трикси. Тут начинается самое интересное. Почему у этих так называемых зрителей в подписках скам-каналы, которые рекламят Казик? Настолько смежный контент? Сомневаюсь. Но самое главное то, что зрители настолько скоординированы между собой, что подписаны на одни и те же каналы. Ой, да ладно, это, наверное, известные блогеры. Ага, я проверила. Это пустые каналы, абсолютно пустые. Там 0 контента, 0 активности, абсолютный 0. И да, кстати, ни один из всех этих пользователей не подписан на TrixieVox. Так много совпадений, так много случайностей. Так может все-таки это не совпадение? Я думаю, здесь вывод напрашивается сам собой. И такая ситуация обстоит с каждой сотней участников. Средний онлайн в течение этого стрима был около 2000. Все это подталкивает нас на вывод, что только треть всего онлайна в тот день были людьми. Создается впечатление, что все это было сделано для того, чтобы показать себя с более выгодной точки зрения, показать успех. Особенно после стольких совместных стримов, участия в подкастах и даже ТВ, чему, вероятно, поспособствовали большие цифры. А теперь подведем итог. Глядя на уважаемого человека в озвучке с именем, никто, даже другие контент-мейкеры, включая таких гигантов, как T2X2 или вообще англоязычный хедлайнер вютюбинга Филиан, ни на секунду не усомнились, что здесь может быть подвох. При этом Филиан за совместный стрим с Кристиной получила отмену, а это она еще не знает всей правды. Но, как говорится, может все-таки лучше быть, а не казаться. Хотя кто я такая, чтобы давать советы такой звезде? Я вас просто отпускаю с чистой совестью и душой.